Привет, мир! Сегодня мы в Белу-Оризонте, молодом городе, который объединяет в себе черты современного мегаполиса и города-сада. Это пример удачного градостроительного плана и гармоничного сосуществования современных построек и многочисленных парков. Долгое время территория нынешнего Белу-Оризонте была населена индейскими племенами, занимавшимися охотой и собирательством. Однако в конце 17 века территорию посетили бандейранты из Сан-Паулу, пришедшие сюда прежде всего в поисках золота. В 1701 году золотоискатель Жуан Лейти да Силва Ортис основал здесь скотоводческую ферму. Почти 200 лет сельский поселок медленно рос, пока в 1893 году правительство не решило перенести столицу штата из Ору-Прету в новый город. Благодаря мягкому климату и удобному географическому положению город решили строить на месте этого поселка и назвать его Сьюдад-Минос. В конце 1897 года состоялся переезд органов власти. Именно эту дату принято сейчас считать датой основания города. В 1906 году город переименовали в Белу-Оризонте, что переводится с португальского как «красивый горизонт». Из-за стремительно увеличивающегося населения понадобились изменения в векторе развития города. На помощь пришел знаменитый бразильский архитектор Оскар Немейер, который вместе с мэром города и будущим президентом страны Жуселину Кубичиком создали новый план развития города, который считается одним из самых удачных градостроительных проектов XX века. Белу-Оризонте расположен на юго-востоке Бразилии и является столицей штата Минас-Жерайс. Город расположен на плато на высоте 850 метров над уровнем моря. Площадь города составляет 331 квадратный километр. Население – 2,5 миллиона человек. Расстояние до известного на весь мир Рио-де-Жанейро – 450 километров. До самого населенного города Бразилии – Сан-Паулу – 590 километров. Белу-Оризонте лежит на границе двух климатических зон. Средняя температура летом с декабря по февраль 22,7 градуса, зимой с июня по август 18,7 градуса. Многие люди называют Белу-Оризонте не иначе как город-сад. Это и неудивительно. На его территории расположено почти 3 десятка парков. Один из самых известных парков города, Пампулья, расположен на искусственном острове. Парк популярен благодаря удобному месторасположению, интересному ландшафтному дизайну и авангардным работам известного бразильского архитектора Оскара Немейера. С юга город граничит горным хребтом Серра-ду-Эспиньясу. Здесь, неподалеку, расположен один из крупнейших городских парков Бразилии – Менгабейрос, занимающий территорию 138 гектаров. Поднявшихся на холмы ждут удивительные природные виды, а также замечательный вид на весь Белу-Оризонте. Неподалеку находится площадь Папы, названная в честь визита Папы Хуана Пабло II. Отсюда также открывается панорамный вид на весь город. В центральной части Белу-Оризонте меняет свой облик и превращается в современный город с небоскребами. Высотки соседствуют с футуристической архитектурой и историческими зданиями. В настоящее время Белу-Оризонте является одним из наиболее значимых финансовых и туристических центров Бразилии. В городе активно развиваются информационные технологии. Именно здесь размещено бразильское представительство компании Google. В городе функционирует одна наземная линия метрополитена, 19 станций, и действует обширная сеть автобусных маршрутов. Среди площадей города особенно выделяется площадь Свободы с Пальмовой аллеей, обрамленная красивой архитектурой и историческими зданиями XIX века. Здесь же находится Дворец Свободы, в котором располагаются власти штата. Другим запоминающимся зданием в Белу-Оризонте является базилика, которая выполнена в неоготическом стиле. Еще одним украшением центральной части города стал муниципальный парк Америка Ренне Гианнетти. В парке, занимающем территорию более 18 гектаров, имеется оранжерея орхидей, театр и несколько озер, где можно покататься на лодках. Но главной достопримечательностью и визитной карточкой города стала большая лагуна Пампулья. Этот водоем выглядит настолько органично и естественно, что совершенно не верится в то, что он был создан руками человека. Создание лагуны очень помогло городу с водоснабжением, так как протекающая через городскую территорию река Рибейра-Арудос страдает от сильного загрязнения. Это одно из самых популярных мест отдыха граждан. Здесь приятно просто прогуляться или заняться спортом.
Для любителей активного отдыха существует 16-километровая кольцевая беговая дорожка по берегу озера с отметками через каждые 100 метров. Пампулью окружают местные достопримечательности. Например, католическая церковь святого Франциска Ассизского, которая считается одним из самых известных творений архитектора Оскара Немейера. Это здание, отличающееся от привычных церквей, сначала посчитали негодным для богослужения, и церковь чуть не была снесена. Также Пампулью окружают престижные районы малоэтажной застройки. Совсем недалеко находится один из самых узнаваемых и значимых объектов города – стадион Минейран. Жители гордятся этим спортивным объектом, который реконструировали к чемпионату мира по футболу 2014. Рядом виднеется другая арена – крытый стадион на 25 тысяч зрителей. Две команды Белу Оризонти, Крузейро и Атлетико Минейро – одни из сильнейших в Бразилии. Из Белу Оризонти не составит труда добраться до старинных колониальных городов так называемого «Золотого кольца» Минас-Жерайс, например, до бывшей столицы штата города Ору-Прету, о котором мы расскажем в своем следующем выпуске. Зеленый город Белу Оризонти, который гармонично сочетает в себе черты современного мегаполиса и города-сада, ставший синонимом высокого уровня жизни и культуры, является важным центром туризма в Бразилии. Спасибо за просмотр. С вами была команда «Привет, мир». Aqui a gente tem uma frase muito famosa que é: se não tem mar, vamos pro bar. E é uma frase que representa muito a cidade, que tem uma vida boêmia, uma vida noturna, muita música. E tem uma outra frase também que eu acho que representa muito a cidade, que o ponto turístico são as pessoas. Que aqui realmente é um lugar onde as pessoas são muito receptivas, as pessoas são muito amigáveis, é muito fácil fazer amigo aqui, mesmo que não tenha grandes praias nem grandes monumentos. É um lugar onde as pessoas se sentem muito bem de vir, porque tem uma vida noturna, muita música e muitas pessoas para fazer amizade, assim. Eu amo Belo Horizonte porque é uma cidade que, apesar de ser jovem, tem muita história para contar. Os prédios históricos são maravilhosos. A gente tem que valorizar mais os centros da cidade, os museus, a história recente da cidade, os lugares que são parte da infância de muita gente aqui e que as pessoas de fora precisam muito conhecer, que é um lugar lindo de se morar, de se viver. A gente ama Belo Horizonte.